Так ли хорошо живется в Европе, или это миф, который настойчиво пытается развенчать наша пропаганда? Сегодня попробуем выяснить, как обстоят дела на самом деле. Помните такого персонажа Карлсона, мужчину в полном расцвете сил? Его придумала шведская писательница Астрид Линдгрен, а образ, известный нам по мультфильму и иллюстрациям, создала эстонская художница Илон Викланд. Она бежала из Эстонии в Швецию во время Второй мировой войны, когда Эстонию захватили сперва немцы, а затем она перешла под контроль СССР. Эстония и Швеция очень не похожие друг на друга страны. В Швеции, например, вот уже 200 лет никаких войн и гражданских конфликтов не было. А Эстония сотни лет была частью Российской империи и Советского Союза. Там до сих пор каждый четвертый гражданин русский по национальности. Как и мы, 30 лет назад эстонцы получили независимость и начали строительство своей страны с нуля. Чтобы ответить на вопрос, хорошо ли живется в Европе, мы решили сравнить уровень жизни в России, Швеции и Эстонии. Помимо Карлсона, как культурного феномена, эти три страны объединяет выход к Балтике и суровый климат. Для примера возьмем семью, которую навещал Карлсон. Маму, папу и малыша. И посмотрим, как эти семьи жили бы в России, Эстонии и Швеции. Допустим, что мама у нас учитель начальных классов, а папа, скажем, врач-анестезиолог. Это обычные профессии, необходимые в каждом, даже самом маленьком городе. Для удобства сравнения наша редакция пересчитала все суммы из шведских крон и евро в рубли по курсу на день написания текста. Давайте сразу договоримся, что в этом ролике мы будем смотреть на курс, который есть сейчас. Более того, мы будем сравнивать официальные данные властей Швеции, Эстонии и российского Росстата. Думаю, про объективность данных Росстата вы все понимаете. Но предположим, что они корректны, надо же на чем-то основываться. Только громко не смейтесь, когда я буду про средние зарплаты говорить. Каждый из нас примерно представляет себе зарплаты в России и средний уровень жизни ее граждан. Сейчас многие мои зрители, не живущие в Москве, удивятся. Может, и живущие в Москве удивятся, потому что по данным Росстата средняя зарплата в России 57 тысяч рублей. Средняя зарплата эстонца почти в 2 раза выше, 98 тысяч. А про шведов и говорить страшно, у них в среднем 150 тысяч рублей. Важно отметить, что это цифры после вычета налогов, а не до. То, что называется на руки. Но, чтобы не сравнивать средние цифры, в целом посмотрим на зарплаты родителей малыша. Средняя зарплата школьного учителя в Эстонии 100 300 рублей. В Швеции 232 тысячи. В России маме малыша повезло меньше всех. Если она не учитель в Москве, да желательно в частной школе, то, скорее всего, ее зарплата не превышает 36 тысяч рублей, по данным Росстата. А в сельской местности и вовсе в районе 20 тысяч. Опять же, по данным Росстата. При этом в Швеции или Эстонии за их огромные по российским меркам деньги учителям не нужно фальсифицировать выборы, учить патриотизму по странным методичкам и как-либо еще проявлять лояльность власти. В Швеции и Эстонии школы независимые, а учителя не чиновники. Может, в российской семье у папы получше с финансами? Все-таки доктор? Но нет. Зарплата анестезиолога в России 56 тысяч рублей. Опять же, по данным Росстата. Против 110 тысяч в Эстонии и, страшно сказать, 800 тысяч в Швеции. Мы специально перепроверили, это так. В Швеции врач – одна из самых важных, уважаемых и высокооплачиваемых профессий. Средние зарплаты в области здравоохранения в Швеции выше 400 тысяч рублей. Даже водитель скорой помощи получает от 214 тысяч. И к нему предъявляются очень высокие требования. Настоящее кощунство по меркам России, где медперсонал в принципе не считается достойным хоть каких-то денег. Хорошо, мы выяснили, что родители малыша больше всего зарабатывают в Швеции. Но что с налогами? Самые высокие налоги, понятно, тоже в Швеции. В среднем 32,4%. В среднем, потому что каждый муниципалитет устанавливает налоги самостоятельно, и конечная цифра сильно меняется в зависимости от места, где вы живете. Кроме того, в Швеции прогрессивная ставка налогов, и чем больше зарабатывает наша шведская семья, тем больше она отдает государству. Максимальная налоговая ставка может достигать 60%. У эстонцев с налогами все просто – 20% для всех.
Есть различные льготы, снижающие ставку в зависимости от состава семьи, профессии и жизненной ситуации. Напомню, налоги в Европе идут на медицину, образование, охрану правопорядка, социальную сферу. Люди понимают, за что они платят. Не то, что у нас. Что же до России, то миф о 13% я разбирал еще год назад и обстоятельно. Посмотрите, если не видели, процентов никаких не 13. Куда идут эти деньги, неизвестно. Но если банально выглянуть в окно, становится ясно. Налоги точно ушли не на наш двор, школу или больницу. Ну а если посмотреть видео Навального, то становится ясно, куда они ушли. Недавно вот объявили, что на восстановление экономики так называемой ДНР уйдет более 2 триллионов рублей. Это около 10% бюджета Российской Федерации. И эти 10% фактически возьмут из денег, выделенных на развитие образования и медицины, из пенсий и зарплат бюджетников. И это мы еще о тратах на войну молчим. Здесь сейчас прервемся на рекламу, а затем сравним цены в России, Швеции и Эстонии. Не уходите, вернее, не перематывайте. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые приложения вроде Ютуба интуитивно понятны даже ребенку, а вот над другими приходится изрядно поломать голову? Все дело в дизайне этих приложений. Он должен быть не просто красивым, но еще и простым и понятным. Этим занимаются UX или UI-дизайнеры. Они проводят целые исследования, анализируя то, как люди используют приложения или сайты, на какие цвета и шрифты они реагируют, и на основе этих данных стараются сделать свой дизайн легким и понятным для восприятия пользователя. Получается такая вот IT-профессия на стыке творчества и аналитики, для которой не нужно уметь кодить или шикарно рисовать, а зарплата при этом на уровне других IT-специалистов, ведь каждому бизнесу нужны сайты и приложения. Например, начинающий UX или UI-дизайнер может претендовать на зарплату от 60 тысяч рублей, что неплохо для старта, а middle-специалист получает в районе 120-150 тысяч, и это еще не предел. Освоить профессию можно на курсе UX UI-дизайнер с нуля до про от онлайн-школы дизайна Contented. Contented специализируется именно на дизайне, а преподаватели – практикующие профессионалы. Вы также сможете перенять опыт экспертов из Куберта. Это диджитал-агентство с кейсами мирового класса. Они работали с Макдональдс и Райфайзен, с Яндексом и Билайном. Вы научитесь проводить пользовательские исследования, разрабатывать мобильные и веб-интерфейсы, создавать прототипы в Figma и настраивать анимацию в After Effects. При этом обучение идет с нуля. Вам даже расскажут, как устанавливать нужные для прохождения курса программы. Также в программе предусмотрена практика на выбор в Red Cans или IT-компании Озон, в зависимости от того, что больше вам нравится. По итогам обучения у вас будет 15 проектов в портфолио, а карьерный центр поможет грамотно составить резюме и подготовит вас к собеседованию. По промокоду CATS скидка 45%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Надеюсь, что вы не перемотали рекламу, а то рекламодатели это не любят. В общем, возвращаемся. Мы уже сказали о разнице в доходах, и многие сейчас, наверное, скажут, мол, это все ерунда, ведь расходы на жизнь там не то, что у нас, а значит, сравнение некорректно. Ну так нет, давайте разберемся, посмотрим на расходы. Например, наш папа-швед добирается на работу на условном троллейбусе или на моем любимом трамвае. Ну или на автобусе, если не повезло. Это будет стоить ему 183 рубля. За эти деньги эстонец купил бы 3 поездки, а средний житель, например, Саратова, смог бы себе позволить такси или купил бы целых 7 поездок на городском транспорте. Их хватит на несколько дней. Если вам кажется, что шведский общественный транспорт чересчур дорогой, тогда советую вам посмотреть, сколько таких поездок приходится на одну зарплату. Например, наша мама-учитель в Швеции на свою зарплату сможет позволить себе 1267 поездок на таком транспорте. Это почти столько же, сколько в России. При этом качество транспорта там совсем иное, он намного лучше. Что же с личным транспортом? Давайте представим, что нашей семье он просто необходим, поскольку живет она, допустим, в пригороде. И возьмем какую-нибудь типичную и импортную для всех 3 стран машину, скажем, японскую Toyota Corolla Sedan. Такой автомобиль российской семье обойдется более чем в 2 миллиона рублей, а если покупать в Москве, где выбор больше и дополнительная комплектация, то почти в 2,5 миллиона. И это цены до войны. Сейчас автопром в России – это вообще больная тема. Неопределенность с поставками импортных запчастей и расходников, безумные планы по отечественным «Волгам» и «Москвичам» без подушек безопасности, никаких вам Toyota Corolla. Ну, в общем, шведы и эстонцы за ту же Toyota заплатят менее 1,5 миллиона.
Опять же, если считать в зарплатах, то для нашего папы-анестезиолога в Швеции такая Toyota всего лишь 2 его зарплаты. А для доктора из России целых 35 зарплат. То есть 3 года не есть, не пить, только на Toyota копить. Но отчаиваться рано. Когда вся семья отправится за покупками, то быстро выяснится, что в Швеции самая дорогая еда, которую вы когда-либо видели. Продукты в обычном супермаркете в шведском поселке городского типа будут стоить как в азбуке вкуса в Москве. Связано это с крайне жесткими и высокими стандартами на продукты в шведских супермаркетах и в пищевой промышленности. И даже в Эстонии еда процентов на 40 дороже, чем у нас. Казалось бы, в дешевизне продуктов мы выигрываем. Но что будет при пересчете на реальные зарплаты? В среднем шведская семья, к которой прилетел Карлсон, потратит на еду 11-12% от заработанного. Эстонская 19-21%, а российская минимум процентов 30%. То есть по факту на еду россияне тратят больше всех. Есть и хорошие новости. В России самая дешевая связь и интернет. Да, еще и самые быстрые. Малыш может чатиться с друзьями буквально за копейки. Средняя плата за интернет в России 500 рублей в месяц, в то время как в Швеции и Эстонии эти цифры в 4 раза выше, в районе 2000 рублей. А может ли наша семья позволить себе домомучительницу? Если убрать из вакансии функции гувернантки, останется клининг, выражаясь современным языком. В Швеции зарплата сотрудника клининговой компании в районе 70-100 тысяч рублей. На услуги клинера достаточно 1/8 части зарплаты нашего папы-анестезиолога или меньше половины зарплаты мамы-учительницы. В Эстонии с уборкой за деньги сложнее. Она стоит чуть меньше половины зарплаты мамы или папы малыша. В России ситуация похожая, и при зарплате отца семейства в 56 тысяч рублей семья теоретически может себе позволить уборщицу за 20 тысяч, при условии, что ипотеку они уже выплатили, а других трат помимо еды и платы за транспорт у них нет. Но вообще-то таких трат полно. Например, коммунальные услуги. В России мы платим за электричество, тепло и воду в пересчете на европейский стандарт, а там стандартная квартира 85 квадратных метров, от 7 до 9 тысяч рублей. При этом средний швед заплатит всего лишь 5 тысяч за те же услуги и за те же 85 метров. Представляете, меньше. А вот в Эстонии коммуналка в 2 раза дороже, чем в России или в Швеции, более 17 тысяч рублей. Более того, если наш эстонец не оплачивает коммунальные услуги на протяжении нескольких месяцев, причем за свою же квартиру, не ипотечную, а полностью купленную и оплаченную, то его выкинут с жилплощади, чего ни в России, ни в Швеции невозможно представить. Такие цены и жесткие условия оплаты объясняются тем, что Эстония не имеет собственных полезных ископаемых и вынуждена покупать их у России. По крайней мере, покупала до войны. Шведы же используют возобновляемые источники энергии, доля которых в производстве энергии почти 70%, а газ покупают у соседней Норвегии. Они, кстати, строят амбициозные планы к 30-м годам сократить выбросы в атмосферу до нуля и полностью отказаться от сжигаемого топлива. Не менее важная тема – бытовая техника. Вся предыдущая статистика была актуальна до войны. Как дела обстоят сегодня с зарплатами, транспортом, едой и недвижимостью, сказать сложно. Но вот по ценам на технику сказать мы можем, потому что мы спокойно можем зайти на сайты российских и шведских магазинов электроники прямо сегодня и просто сравнить по стоимости одинаковые модели. Так мы увидим актуальную на сегодня информацию. Если наша семья захочет порадовать малыша мультиками на новом красивом телевизоре, то в Швеции он будет стоить максимум 60-70 тысяч рублей, что четверть от зарплаты школьного учителя. В Эстонии цена примерно такая же, как в Швеции. А в России сегодня эта модель стоит 140 тысяч, почти 4 зарплаты российского учителя. Вы можете сами попробовать найти эту модель на Яндекс.Маркете. Обычный телевизор 140 тысяч. Или обычная стиральная машинка Bosch, без каких-либо изысков и наворотов. В Швеции такая стоит 35 тысяч рублей. Копейки для нашего папы-врача, может хоть 10 таких купить за 2 недели работы или за 1 даже. Это вполне доступная покупка и для любого потребителя Швеции, на самом деле. В Эстонии эта же модель стоит 30 тысяч, а в России цена абсолютно такой же стиральной машинки начинается от 70 тысяч рублей. Это целая месячная зарплата врача. И не где-то, а в Москве или Московской области. А в большинстве регионов России на такую стиральную машину вообще придется долго копить. Еще один вопрос. А смогут ли семьи, которые мы тут сравниваем, позволить себе полностью содержать непонятного мужика из книги Астрид Линдгрен? Ведь, как известно, богат не тот, кто мало или много тратит, а тот, у кого остается больше денег после всех обязательных трат.
Это те деньги, которые можно отложить, инвестировать, на которые можно поехать отдыхать к морю или сделать в квартире ремонт. Мы посчитали и выяснили, что у эстонца после всех базовых и необходимых расходов останется около 20% от средней зарплаты. Это немного, но безработного Карлсона они потянут. Что до шведов, то после всех обязательных трат у них останется более 40% от заработанных средств. Неудивительно, что в Швеции процветают инвестиционные фонды, а после выхода на пенсию шведы путешествуют по всему миру. В России, к сожалению, этот показатель посчитать почти невозможно. Каждый из нас может прикинуть его сам. Если равняться на Москву и верить Росстату, то в бюджете российской семьи остается около 18%. О том, как живут люди в регионах, и думать больно. С уверенностью скажу, если после всех выплат по ипотеке, коммуналке, после покупки одежды, еды, после всех трат вы можете еще что-то отложить на свои личные цели, то вы, скорее всего, счастливый москвич. Ну, на крайний случай, петербуржец. В остальной России ситуация, мягко говоря, тяжелая. И средней семье сложно поставить на ноги даже малыша. Вспомните хотя бы российское позорище. Кредиты на то, чтобы собрать школьника к 1 сентября. Тут уж не до шуток и не до Карлсонов. Мы перечислили только самые основные траты. Не рассматривали покупку мебели, одежды и обуви, не говоря уже про траты на лекарства, спорт, развлечения, поездки в отпуск. На базовых вещах мы показали вам не просто разницу в доходах и тратах, но разницу в отношении государства к своим гражданам. В Швеции, как и в России, существует черта бедности. По стандартам ООН бедными считаются люди, живущие менее чем на 410-450 рублей в день. В Швеции за чертой бедности находится 100 тысяч человек. Это 1% населения. Правительство Швеции с каждым годом снижает эти цифры, создавая для граждан условия по выходу из нищеты с помощью различных социальных программ и льгот. А вот в России за чертой бедности в 2021 году официально находилось 17 миллионов человек. В процентном соотношении это в 12 раз больше, чем в Швеции. Более 12% наших сограждан без всякой войны, без катастроф и кризисов буквально пытаются не протянуть ноги и выжить на $5 в день. И это только по официальным данным. А сколько таких людей на самом деле, мы даже не знаем. И в этих условиях Путин не смог придумать ничего лучше, чем освобождать жителей соседней страны, скидывая бомбы им на головы и равняя с землей их города. А ведь он мог войти в историю с тем, что привел бедность в России к шведским показателям, например. Сколько будет людей, живущих рядом с чертой прожиточного минимума или за ней, к концу 2022 года? Сколько жителей России прямо или косвенно пострадают от развязанной Путиным войны? Сложно даже прогнозировать, но очевидно, что очень много. В Эстонии за чертой бедности 2,6% населения. Это в 5 раз меньше, чем в России в процентных соотношениях. А ведь в Эстонии нет ни природных ресурсов, ни огромного внутреннего рынка, ни промышленных гигантов. Это маленькая страна, 20% которой покрыта болотами. В этих условиях мне особенно удивительно слышать с федеральных телеканалов, что Европа вот-вот загнется. Нет, вот-вот загнется совсем не Европа. У нас миллионы бедных, голодных людей. У нас расходы граждан едва покрываются зарплатами. В то время как жители Евросоюза, даже потеряв 10-20% доходов из-за высоких цен на топливо, все равно сохранят свой обычный образ жизни. Этот ролик, конечно, не про Карлсона. Он про то, почему Украина, Молдова, Грузия, как и Россия в далеких нулевых, стремятся в Европейский Союз. Да потому что в Евросоюзе работающие и контролируемые госинституты, которые работают на людей и для людей. Этот ролик про то, как мы могли бы жить, если бы построили нормальное государство с независимым судом, с честно избираемым парламентом, с регулярной сменяемостью власти. Если бы наше политическое руководство заботилось бы не о мнимом величии страны и не о своих мутных геополитических интересах, а о простом и скучном качестве жизни российских граждан. Но этого у нас не происходит. До завтра.